Всем гамарджева. Меня зовут София, и я американка. Я не делала видео в течение года. Это новый личный рекорд, и я не горжусь. В прошлом году мои мысли скакали как дикие кони, и я не могла сосредоточиться на русской тематике, которой посвящен этот канал. Мне было неудобно просто говорить о себе вне какого-либо российского контекста, но в последнее время я стала получать много вопросов, где ты, куда попала, как ты справляешься с пандемией, все тебе в порядке. Я полагаю, что если вы спрашиваете, то я могу просто говорить о себе. Теперь у меня ваше разрешение. И теперь, когда у меня слишком много свободного времени, как, впрочем, у всех, я отвечу на ваши вопросы. Это первое видео, моя попытка подвести итоги того, что заставило меня покинуть Грузию. Я на самом деле активно пыталась забыть все, что произошло прошлым летом. Но вот мы здесь. Давайте вернем воспоминания. Если ты мой подписчик, то знаете, что я покинула Колумбию в апреле 2019 года и отправилась на новую работу в Грузию. Если вы не подписаны на меня, вы можете подумать, что я грузинка из-за моего лица и того, как я говорю по-русски. Я не буду вводить вас в заблуждение, я не грузинка. Кстати, мне показалось забавным, что мы с грузинами так хорошо общались на русском языке. Я не знал, на что обращать внимание с точки зрения акцента, синтаксиса и грамматики, но я думаю, что мы с грузинами говорим по-русски, совершая одни и те же ошибки. С таким же успехом я могу быть грузинкой. Это было весело. Моя работа в Грузии должна была продлиться 2 или 3 года, но на самом деле это продолжалось всего 3 месяца. Я хотела бы быть максимально дипломатичной, но вряд ли у меня получится. Вот что произошло вкратце. Когда я прибыла в Грузию, я была очень оптимистична. Я сразу влюбилась в страну и культуру и почувствовала, что это может быть домом для меня навсегда. Я прилетела в Тбилиси незадолго до Пасхи и несколько недель путешествовала по стране. Наконец, после сложного прощания с новыми друзьями, меня высадили в назначенном месте в деревне, расположенной в горах на юге Грузии. Если вы не знаете, за работа у меня была в Грузии, не волнуйтесь, я тоже не знаю. Работа, которую мне пообещали на собеседовании, совсем не была тем, чем на самом деле оказалась эта работа. Казалось, что было существенное недопонимание между человеком, с которым работала наша компания, и моим боссом. Никто не был сбит с толку больше, чем я, потому что оба они говорили совершенно разные вещи, в то же время полагая, что они имеют одинаковые ожидания. Все, что я знала, это то, что, с одной стороны, наш местный деловой партнер всегда снисходительно относился ко мне. Я верю, потому что я молодая и женщина. А с другой, мой босс не учитывал ни одно из моих предупреждений до последнего момента, хотя меня нанимали на моих языковых навыков и культурной проницательности. Знаете, много плохого произошло со мной там, но я больше всего страдала от недопонимания высшего руководства и ложного приветствия. Я определенно плакала на картофельном поле не раз. Несмотря на нашу официальную цель, мой начальник был очень ясен, настаивая на том, что первые 6 месяцев я провожу в новом месте
Я уделяю основное внимание изучению языка, сначала грузинского, а потом армянского, культурному пониманию и погружению, а также знакомству с людьми в местном сообществе. Вместо того, чтобы предоставить мне подходящего места для чего-либо из этого, меня укрыли в монастыре. Я только частично согласилась на это, потому что я должна была жить в монастыре только временно, но это была катастрофа. Вместо того, чтобы поддерживать свободы, необходимые для выполнения моей работы, я стала псевдопослушницей. Я должна сказать, что две монахини, с которыми я жила, имели лучшие намерения и только делали то, что им сказали. Тем не менее, монашество – это жизненное решение, которое призывает вас Бог и никто другой. Просто жить, подражая монашеской жизни, для меня было духовно и вредно. И я не могла представить, что мне придется делать в течение 3 лет неблагоприятная обстановка для какой-либо части моей должностной инструкции. Практически вся моя работа была в контексте православной церкви, что по идее хорошо, поскольку у меня более чем достаточно опыта в этом. Сначала я собралась рассказать, почему это было ужасно и как я теперь отношусь к православию в Грузии, но потом отказалась от этой идеи. Скажем так, я не смогла увидеть вокруг себя то православие, которое я знала. Конечно, здорово посетить в монастырь и сосредоточиться на своей духовной жизни. Тем не менее, это обычно на короткое время, на языке, который вы понимаете, и потому что вы сами это хотите. Я познакомилась с добрыми людьми в контексте церкви, но это было редкостью. Честно говоря, нахождение в Грузии больше навредило моему духовному здоровью, чем польза. Был короткий момент, когда, видя то, что я видела, я подумывала оставить веру. Одно из моих случайных заданий состояло в том, чтобы переводить для некоторых иностранных гостей, которые присоединились к паломничеству святой Нино Цминда. Это были паломники из Румынии, Кении, Уганды и Руанды. Они все были прекрасными людьми, и мы до сих пор поддерживаем связь, но опыт этого паломничества был тем, что мы все возненавидели. Но во время паломничества мы останавливались в других городах и деревнях каждую ночь. И это дало мне возможность увидеть другие деревни, которые были больше наши и больше грузинские, если можно так сказать. Когда у меня была возможность отойти от группы и поговорить с людьми, принимающими нас, я была невероятно счастлива. Все изменилось для меня в эти моменты. За 10 дней я выучила больше грузинского, чем за 2 месяца в своей деревне. Мы смеялись, мы шутили, мы ели, мы пели, а иногда мы плакали. Мы понимали и чувствовали друг друга. Все, что я делала с этими людьми, было именно той работой, которую, как я думала, я буду делать в своей деревне. Но проблемы продолжали накапливаться между монахами, руководившими группой, и паломниками, которым я проводила, и достигли точки кипения. Я просто переводила их жалобы, которые были вполне обоснованными. Дело в том, что главной грузинской монашке не нравилась даже малейшая критика. Я даже не хочу пересказывать то, что она делала в то время в ответ. Все, что я скажу, это то, что я встретила в этой поездке самого доброго, самого милого священника-монаха, которого я когда-либо знала в жизни. Он рано вернулся в Африку, потому что он не мог больше терпеть ее бред. Я ничем не была виновата сама. Я делала свою работу. Я просто приводила. Но после этого наш партнер вел себя даже хуже со мной, чем в начале.
я сбежала в Тбилиси на несколько дней под предлогом встречи с друзьями, которые только что поженились. Вы их знаете, Крейси и Луис. Они поженились. Многое лето. И я пыталась сделать видео для вас там, но усталость на моем лице была слишком очевидной. Я так устала, но я хотела вам сообщить. Я живу в Грузии, мы соседи, привет. В данный момент я в Тбилиси. Но, в общем, я живу далеко. Мне очень неудобно что-то снимать в монастыре, потому что я не хочу мешать никого. Так что, пока я в Тбилиси, я думала, давай на телефоне посмотрим, что можем делать. Затем я вернулась в свою деревню. Прошла неделя или около того, когда на мой день рождения монашки мне наконец прямо сказали, что жители деревни отказались разместить меня за любую сумму денег, которой как некоммерческая организация у нас не было в любом случае. Возможно, я не любила свою жизнь в горах, но я думала, что, по крайней мере, установила какие-то значимые связи с нашими соседями. Я чувствовала себя очень обиженной и преданной. Я непрерывно спрашивала монахинь, что я сделала неправильно. Они объяснили, что жители села только принимают кровных родственников в своем доме. И даже не хотят, когда другие грузины пытаются остаться. Я была в шоке. Мне сказали, что я никогда не должна была приезжать в первую очередь. Это был обреченный проект с самого начала. Я не знаю, почему наш деловой партнер, который сам был грузином и жил в соседнем городе, решил отправить меня именно в это село, если знал, что они не приветствуют незнакомцев. Дети были, вероятно, единственными, кто был действительно добрым. Честно говоря, у меня были самые сильные связи с детьми. И если я испытываю какое-либо сожаление или стыд, это потому что я обещала их дружбу, а в итоге мне пришлось отказаться от нее. Я приехала к Вишхети, к прекрасной семье, которая была соседями моего друга. Все они были образцовыми грузинами, с которыми я хотела познакомиться с самого начала. Я всегда буду благодарна за их доброту в то время, которое было для меня очень уязвимым. Новый план состоял в том, что я буду там ждать и сосредоточусь на изучении языка, пока мы не найдем новое место где-нибудь еще раз на юге. Но пока я ждала, наше приглашение на работу в Грузии было отменено. И мой начальник очень смутно представлял себе, что он собирается со мной делать. Я не думаю, что он знал сам. За этим последовали самые насыщенные 2 недели всего моего пребывания. Знаете, я должна сделать еще одно видео о конце моего пребывания в Грузии, потому что я думаю, что это очень интересная история, я очень горжусь собой. Да, я сделаю это, мне нравится эта идея. Ждите час 2. Сокращенная версия. Мой начальник не знал, что со мной будет, поэтому я приняла решение за него. Я сделала самое практичное, что могла придумать, стала искать работу преподавателя английского языка. Я получила ответ из Саудовской Аравии через 3 дня после подачи заявления, приняла предложение о работе и покинула страну. Я все еще благодарна, что это произошло,
потому что я не думаю, что я была бы где я сейчас без этого опыта, и где я сейчас невероятно счастлива. В настоящее время я нахожусь в Саудовской Аравии, и я могу делать еще одно видео об этом, если хотите. Как всегда, ваше терпение больше, чем я заслуживаю. Ну все, спасибо и до встречи. Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your dream. Whew. We are pretty high. Oh, that's my village. Can you see? Anyway, some ridiculousness. Fresher than you. Okay, bye.